Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Игорь, и мы сегодня посвятим это видео обзору и тестам устройства, которое многим автолюбителям покажется необходимым и полезным. Мы знаем, что в наше время очень распространены гаджеты переносные, и у каждого в кармане есть один или даже два телефона. К тому же мы перевозим с собой ноутбуки, планшеты, камеры и различные устройства. И, естественно, все эти гаджеты, электроника потребляет энергию. И с ростом производительности и мощности этой электроники, естественно, увеличивается энергопотребление. К сожалению, старые зарядные устройства уже не удовлетворяют тем мощностям, которые потребляют современные гаджеты и устройства переносимые. И поэтому я поставил себе цель приобрести новое зарядное устройство, адаптер в автомобиль, который будет питаться от сети 12 вольт. Причем вы знаете, что многие современные устройства снабжены портами зарядки USB Type-C. Кроме того, многие поддерживают протоколы быстрой зарядки. То есть мне нужно было устройство, которое будет соответствовать всем требованиям. Оно должно выдавать высокую мощность, должно иметь порт, который поддерживает современные протоколы зарядки. И также я постарался найти то устройство, которое будет иметь универсальные разъемы. И я задался целью приобрести адаптер автомобильный с двумя USB выходами. Один, чтобы был USB Type-C, а другой был USB-AA 3.0 с поддержкой протоколов быстрой зарядки. Quick Charge 3.0 минимум или 4.0. И вот, прозондировав весь рынок, который находится в Китае на площадке AliExpress, я выделил два основных магазина или производителя, которые выпускают достаточно качественные зарядные устройства и сопутствующие материалы, как кабели, и имеют невысокие цены, относительно невысокие. Это производители, не сочтите это за рекламу, Ugreen и Baseus. Это два очень популярных в нынешнее время, высококачественных и достойных производителя. То есть они производят достаточно высокого качества продукцию, и цены у них действительно конкурентоспособны. Я просмотрел множество обзоров и отзывов относительно этих двух производителей, Ugreen и Baseus, и решил приобрести адаптеры и Ugreen, и Baseus и проверить их на практике. В дальнейшем я расскажу вам, что представляет собой адаптер Ugreen, который я уже использовал и протестировал. А сейчас мы поговорим об автомобильном адаптере Baseus, который меня удивил. Удивил приятно. Вот в такой коробочке я получил адаптер Baseus автомобильный. И вот сам адаптер. Я покажу его вам более крупным планом, а потом мы приступим к тестам. И вы поймете, на что способен этот маленький, но очень мощный и качественный адаптер. Показываю крупным планом коробочку, в которой я получил адаптер. Даже посмотрите, упаковка как качественно сделана. Она была в пленочке, которая обычно посылает дорогую технику. Как мы видим, Baseus написано, и Malto. Dual Quick Charge. Давайте прочитаем, что написано. Сейчас я увеличу. Посмотрим, что заявляет производитель. Про сам адаптер, про производителя. Здесь написано, что адаптер, вы видите, наверное, поддерживает бортовое напряжение от 12 до 20 или 24 вольта. То есть это универсальный адаптер. Можно использовать в легковых и грузовых машинах. Выход 4,5 вольта 5 ампер, 5 вольт 4,5 ампера, 5 вольт 3 ампера, 12 вольт 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 2,5 ампера,
20 вольт, 1,5 ампера. Это максимальный. Это USB. И USB Type-C. 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 3 ампера, 15 вольт 3 ампера и 20 вольт 2,25 ампера. То есть по заявлениям производителя этот маленький адаптер может выдавать 45 ватт мощности. Вот мы видим ниже total output, тотальный выход, общий выход 18 плюс 30, 48 ватт. То есть есть небольшой запас по мощности. Вот такой хороший адаптер. Вот как он выглядит. Есть USB-C, Type-C, USB-A 3.0. Корпус металлический. Пружины упругие. То есть будет надежно держаться в электроразъеме прикуривателя. Видите, здесь тоже есть все данные о выходах, мощности, возможностях этого адаптера. Попробуем, друзья, зарядить им телефоны. Посмотрим, сколько мощности он будет тянуть. И также я хочу попробовать запитать от него свой ноутбук. 15-дюймовый Xiaomi Pro. Мощность зарядки которого оригинальная от производителя 65 ватт. Проведем эксперименты. Вот теперь, дорогие зрители канала Технический Прогресс, мы находимся в автомобиле и можем приступить к натурным испытаниям прямо в настоящем автомобиле. Мы взяли наш адаптер, ставим его в гнездо. Итак, адаптер находится в своем гнезде. Я забыл упомянуть интересную особенность данного адаптера. Это дополнительная функция, которая понравится многим. Он показывает параметры зарядки гаджетов и бортовое напряжение сети автомобиля. Мы видим сейчас 0 это ток зарядки. Сейчас никакие гаджеты не подключены. 4,9 это вольтаж на гнездах USB. И напряжение бортовой сети LEAP 12,3 вольта. Сейчас машина не заведена. Естественно, произведенной машине показывает напряжение генератора 14 с небольшим вольта. Сейчас, дорогие друзья, мы испытаем USB-A. Подключим вот этого старичка Samsung S7 в порт USB-A, в котором заявлена зарядка 3.0 Quick Charge. Берем короткие провода, чтобы не было у нас потерь. И посмотрим, что у нас. Зарядка пошла. Быстрая зарядка. Видите, да, что написано? Быстрая зарядка. Примерно час, 5 минут до полной зарядки. На данный момент 26% заряда. 8,9 вольта зарядка. И ампераж 1,23 ампера. Сейчас я покажу вам поближе, что показывает сам адаптер. 9 вольт зарядное напряжение, ток 1,4 ампера, и напряжение бортовой сети просело 11 вольт 9 десятых, то есть порядка 12 ватт сейчас выдает адаптер при быстрой зарядке телефона Samsung S7. Продолжим наше испытание. Теперь гнездо Type-C USB я подключил Samsung S9 Plus. И посмотрим, что показывает адаптер. 4,9 вольта.
14,3 напряжение бортовой сети. Я завел автомобиль. 5 вольт зарядка и ампераж 1,7 ампера. Теперь обратите внимание, я подключил два телефона, поддерживающих протокол быстрой зарядки Samsung S9 и Samsung S9 Plus. Посмотрим. Сейчас подниму адаптер и подключу его снова. Зарядка, быстрая зарядка. И здесь быстрая зарядка. То есть на обоих гаджетах, на обоих телефонах идет быстрая зарядка. Сейчас я еще раз подниму его, подключу. Смотрим, что он будет здесь высвечиваться. Зарядка, быстрая зарядка. И на S9 Plus тоже быстрая зарядка. Давайте еще раз. Соединяю, подключаю. Быстрая зарядка. Быстрая зарядка. И теперь, уважаемые зрители, самое интересное в нашем сегодняшнем тесте. Сможет ли данный адаптер зарядить ноутбук по протоколу PD? Напомню, что оригинальный блок питания для этого ноутбука имеет мощность 65 Вт, а в этом адаптере заявлена мощность 45. Но мы читали на коробочке, есть 48 вариант, если мы подключаем несколько устройств. Давайте подключим лаптоп Ultrabook к адаптеру и посмотрим, что будет происходить. Я пока не включаю лаптоп, он находится в спящем режиме, вернее в режиме гибернации. И мы посмотрим, что сейчас произойдет, когда я подключу в гнездо смотрим, что у нас. Мы видим, что горит оранжевый индикатор. В режиме гибернации, естественно, низкого потребления, данный адаптер может заряжать даже Ultrabook Mi Pro 15-дюймовый, достаточно мощный по энергопотреблению. Но это в режиме гибернации. Мы видим, что индикатор горит постоянно, не моргает. Кстати, потом я сделаю обзор на сетевой адаптер другой фирмы известной, которую я уже называл ранее, Ugreen. Даже сетевой адаптер 35-ваттный не может нормально заряжать ноутбук даже в режиме гибернации. А этот адаптер автомобильный устойчиво, если судить по индикатору ноутбука, его заряжает. Сейчас мы попробуем включить ноутбук и посмотрим, как будет вести себя адаптер. Да, сейчас я покажу, что показывает измерение адаптера при подключенном режиме гибернации ноутбука. Напряжение бортовой сети 14,2 вольта. Напряжение зарядки 19,9 вольта. Итог зарядки 1,20. То есть ноутбук потребляет около, в режиме гибернации, зарядки около 24-25 Вт. Если я правильно посчитал. Если неправильно, поправьте меня в комментариях, пожалуйста. Теперь я включил ноутбук. Мы видим, что идет зарядка. Зарядка идет. «33 минуты до полной зарядки». Сколько у нас? 88%. На несколько процентов он уже зарядился. Смотрим на индикатор заряда. Индикатор заряда показывает зарядку. Он не мигает, горит ровным светом. Экран ноутбука также
не моргает. Сейчас яркий солнечный свет. Устройство уверенно заряжает ноутбук 15-дюймовый, поддерживает его работоспособность. Теперь давайте проведем еще один эксперимент. Попробуем нагрузить по полной наш адаптер. Попробуем подключить еще к адаптеру S9 Plus Samsung. Посмотрим, как он будет себя вести. Пока он уверенно дает ноутбуку жить и функционировать, притом успешно заряжает его. Смотрим еще раз. Видим значок зарядки. Сколько сейчас? 89%. Видите, на ваших глазах аккумулятор ноутбука заряжается. Попробуем запустить. Кстати, браузер ноутбука. Только что, если вы слышали, на несколько секунд запустились даже кулеры ноутбука. Ну, зарядка, судя по индикатору, светящимся ровным светом и значкам на экране ноутбука, идет стабильно. И вот, друзья, на самом пике интереса я подключил ноутбук S9 Plus Samsung к адаптеру, но, к сожалению, чуда не произошло. Адаптер отдает быструю зарядку телефону, но отключил зарядку ноутбука. Такого он, конечно, перенести не может, мощного энергопотребления. Но то, что он заряжает 15-дюймовый ультрабук, не только заряжает, а позволяет ему стабильно работать в не сильно нагруженном состоянии, это уже успех для фирмы Bezeus. Вы все это видели и все это осознали, что этот адаптер действительно является мощным, бескомпромиссным вариантом для того, чтобы возить его с собой в путешествие в вашем личном автомобиле. Сейчас мы нагрузили ноутбук дополнительными приложениями. Посмотрим, что показывает адаптер. Адаптер показывает на втором порту 5 вольт и 0 ампер. Напряжение сети автомобиля 13,5 вольта. Напряжение зарядки аккумулятора 19,9 вольта, почти 20 вольт. Итог 1,85 ампера. На данный момент Bezeus выдает почти 40 ватт мощности. Причем он нагрелся совсем немного для такого мощного адаптера. Я думаю, что около 40-45 градусов его мощность, его температура сейчас. При зарядке аккумулятора и обеспечении его работы. А с вами был Игорь, канал Технический Прогресс. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, не забывайте подписываться на канал, оставлять лайки. Буду вам весьма признателен. До новых встреч!